Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про Olympus OMD EM10. Вообще, я планировал ролик записать про первую десятку еще в июле 2022 года, но постоянно какие-то обстоятельства, какие-то проблемы или еще что-то меня отвлекало, постоянно тормозился этот процесс, и я все никак не мог сесть и отснять ролик про эту камеру, хотя я уже ее и потестировал, и поснимал на нее довольно много, и уже давно продал ее на самом деле, сейчас у меня ее физически нет в руках. То есть я часть материала уже отснял про нее, но все никак не мог сесть и записаться. Но сейчас, наконец-то, спустя полгода я добрался все-таки до Olympus OMD EM10. Все-таки камера действительно интересная, важная. Она, может быть, и звезд с неба не хватает по сегодняшним меркам, но она долгое время была таким достаточно легким путем входа в OM-серию у Olympus. Я уже рассказывал, как делится там по сериям и классам у Olympus техника. Ну, если прям кратко, чтобы не повторяться, да, у них, получается, есть серия Pen. Это более простые, более любительские камеры с не таким богатым функционалом, но, тем не менее, довольно классные, удобные, то есть никаких там вопросов по эргономике к ним тоже особо нет, просто немного урезанные, чтобы сделать их подешевле и более доступными для любого человека. Ну, а серия OMD, соответственно, у Olympus является такими более серьезными уже инструментами, с большим количеством крутилок, обязательно с видоискателем, ну и в обязательно металлическом корпусе, конечно же. В 2012 году появилась первая в OM-серии камера OMD EM5, и она задала сразу такую достаточно высокую планку. У нее появился новый 16-мегапиксельный сенсор, то есть довольно уже приличным ДД относительно предыдущих 12-мегапиксельных, таких слабеньких, прямо скажем, очень. Также у камеры появилась влагозащита, что свойственно все-таки флагманским моделям у большинства других производителей. Ну и органов управления в ней достаточно приличное количество, там рычажков и крутилок прям хватает. И также появилась вот одна из таких ключевых особенностей, которые, в принципе, у Olympus у всех уже еще с нулевых годов присутствовали, это стабилизатор. Но здесь он впервые стал пятиосевой и прям очень такой приличный, который позволяет буквально там секунду с рук сделать и не получить смаза. Ну, многими людьми все равно воспринималась камера как какой-то скорее такой прокачавшийся Olympus Pen, у которого, да, там появилась влагозащита и стаб покруче, но все равно как бы такая еще не особо мощная машина. И вот в 2013 году появился у Olympus первый настоящий такой флагман, вообще в принципе во всей системе, наверное, микро 4/3, Olympus OMD EM1. Эта камера, может быть, и имеет ряд недостатков. У нее не самый удобный хват. Я постоянно использовал ее с дополнительной ручкой, потому что, мне было неудобно ее использовать. Слишком хват там получался неуверенный, при том, что выступ кажется визуально достаточно большим. Батарейка там дохленькая, едва там на 300 фоток хватает. Ну и действительно такие проблемы, с которыми ты никак не поспоришь. Но я все равно эту камеру считаю, несмотря на эти недостатки, до сих пор актуальной по качеству картинки, по тому, как она фокусируется, по тому, как она себя ведет. В принципе, по уровню там влагозащиты, уровню стабилизации. То есть технически это очень хорошая камера с рядом недостатков, которые, к сожалению, в ней присутствовали. Которые были, в общем-то, решены, эти проблемы все в будущих моделях, так что ничего страшного. Ну а в 2014 году был выпущен вот наш как раз сегодняшний герой Olympus OMD EM10. Он стал самым доступным фотоаппаратом в OM-серии. Ведь не все готовы отвалить кругленькую сумму за флагман, а здесь камера получалась и прилично выглядящей, и при этом она номинально достаточно приближена к флагманским моделям. Здесь матрица от OMD EM5, а процессор от OMD EM1. На корпусе уже сильно больше крутилок, рычажков и кнопочек, чем в пенах, то есть это прям нормальная уже такая удобная камера для управления. Конечно же, есть и ряд упрощений по сравнению с флагманами. Здесь, к примеру, нет влагозащиты никакой, хотя корпус тоже металлический. И здесь не пятиосевая стабилизация, а всего лишь трехосевая, примерно уровня, как у пенов обычных. Даже, на мой взгляд, по ощущениям, у камеры IP5 стабилизация несколько получше, чем у этой камеры. И опять же, для меня первая десятка, она ощущается как такое переходное звено между как раз пенами и OM-серией. Это получается, что, не знаю, как EP5, которому приделали видоискатель и поставили процессор помощнее. Такое вот примерно, можно, если совсем грубо сказать, чувство создается.
Ну, начнем с того, что я бы не сказал, что камера легкая. Все-таки весит она 400 граммов. Ну и корпус тут сделан из металла. Хоть тут и нет влагозащиты, но качество сборки просто высший класс. Камера, как вы видите, выглядит довольно-таки стильно. У нее красивый ретро-дизайн, отсылающий слегка к старым камерам OM-серии, еще пленочным, но только внешне. Управление тут современное, а не как у каких-нибудь Fujifilm'ов. EM10, как видите, значительно меньше, чем флагман, вышедший годом ранее, OMD и M1. Разница у них довольно ощутимая и в весе, и в габаритах. Тут, естественно, все-таки флагман, у него и кнопок побольше, и тяжесть его тоже объяснима, потому что он все-таки влагозащитой обладает, и хват тут довольно большой. У M10, конечно, органов управления сильно меньше, выступа серьезного для хвата нет, но лежит в руке она, в общем-то, неплохо. Тем более сзади очень хороший упор под большой палец, прям такой приличный. Если этого хвата, который уже имеется, вам недостаточно, можно прикрутить дополнительную ручку. Она называется ECG1. С ней камера не очень сильно увеличивается, но при этом держать ее в руках прям становится очень удобно. И у нее очень крутой механизм быстрого съема. Если нужен доступ, допустим, к аккумулятору, который она здесь вот перекрывает, просто нажимаешь на защелку, и ручка у тебя отстегивается. А в батарейном отсеке у нас прячется батареечка BLS1 и слот для карт памяти. Также здесь. Сверху слева у нас находится колесо выбора-режимов. Дальше бугорок, изображающий из себя пентапризму. Ну, там помимо полноценного горячего башмака есть еще и встроенная вспышка. Как видите, это довольно редкое явление для OM серии у Olympus. Причем кнопочку для ее активации, вот этой вот вспышки, они так сильно спрятали, что ее не то что случайно, ее даже специально как-то трудно нажать. На более серьезных камерах Olympus такой вспышки нет, что подчеркивает более низкий уровень фотоаппарата, такой, так сказать, любительский. Также из-под горячего башмака убрали дурацкий интерфейсный разъем, который раньше использовался для некоторых вспышек. Видоискатель тут такой же, как на Olympus Stylus 1, на который я недавно, кстати, выпускал обзор. 1 440 000 точек, как и у OMD и M5, но скорость обновления здесь 120 кадров в секунду, то есть никакого эффекта желе, никакого подлагивания, ничего такого нет, очень быстрая скорость обновления. Да, разрешение не самое высокое на свете, тем более для того года, когда она вышла, там уже у всех было выше в основном. Сверху справа находится у нас два колеса для изменения настроек, как и на взрослых моделях. Там они, конечно, разнесены чуть подальше, тут они даже немножко внахлёст идут, если так можно выразиться. Также тут нет рычажка 2 на 2, который позволял бы еще дополнительные какие-то функции активировать. Еще сверху парочка функциональных кнопок. Кнопку видео, кстати, тоже можно переназначить. Ну и кнопочка просмотра притулилась вот здесь вот с краю. В общем-то, все остальные кнопки также находятся тут в правой части. Эта панель кнопок реально очень похожа на ту, что применялась в EP5. Ну, она немного отличается, но все же. Кнопочки маленькие, но такие тугие и очень тактильно приятные. Механизм откидного экрана здесь как на OMD и M5 применялся. При этом экран как у флагмана OMD и M1. Сенсорный, 3 дюйма и на 1 000 000 точек. Спереди на камере находится только кнопка фиксации байонета и подсветка автофокуса. Слева на грани у нас пусто, а справа под гигантской резинкой здесь находится два интерфейсных порта, вот microHDMI и проприетарный USB разъем, который использует Olympus еще даже с нулевых годов. Резинка, конечно, качественная, которой они прикрываются, но мне непонятно, нафига тут столько пустого места. Камера прекрасно смотрится с компактными праймами Olympus. На канале есть обзоры, кстати, почти на все праймы, которые они выпускали. Я же в основном использовал OMD и M10 с очень хорошим китовым блинозумом 1442 мм f3.5 и f5.6. На него, кстати, тоже есть подробнейший обзор на канале. Ну и, как я уже сказал, в первой десятке установлена такая же матрица, уже все-таки на тот момент, когда она вышла, старенькая, от
OMD EM5 первой модели 2012 года. Но это не значит, что матрица прям какая-то плохая, она просто чуть похуже тех, которые уже имелись актуальные на год выпуска. Но при этом в камере-то все-таки стоит более новый процессор от флагманской модели TruePic 7. Ну и, соответственно, динамический диапазон и шумы здесь все равно остаются на достаточно приемлемом уровне. На базовых показателях ISO в 200 единиц, ну, я вообще в принципе не рекомендую поднимать ISO выше 200 на любых камерах на микро 4 третьих, потому что в этом смысла обычно большого нет. В общем, на базовом 200 ISO картинка прекрасная, инфы полно и в тенях, и в цветах, даже в самых контрастных сценах. То есть ты среди яркого солнечного дня, где полно теней и ярких каких-то бликов, все равно можешь вытянуть огромное количество информации. Если тебе все-таки в твоей съемочной ситуации как-то пришлось поднять ISO, ну, в какие-то вот обстоятельства вынудили тебя, допустим, выдержку надо сделать покороче или ну, действительно прям темно, сложные какие-то условия съемки, то, пожалуй, до 1600 ISO картинка выглядит вполне себе сносно. Большого как бы греха в том, чтобы на 1600 ISO поднять тут не будет. Вот для примера два снимка на ISO 200 и ISO 1600 с одного и того же ракурса сняты. Конечно, второй снимок выглядит чуть более шершавым из-за появившегося яркостного шума, особенно на небе это видно, но в деталях он не потерял. И хоть какие-то отличия будут видны, наверное, только при каком-то неистовом пиксель-хантинге. К сожалению, стабилизатор в Olympus OMD EM10 все-таки трехосевой и не по всем осям, то есть особенно по скручиванию, как более мощные у флагманов пятиосевые, не позволяет насладиться вот этим вот, я не знаю, в полной мере удовольствием от длинных выдержек. Ну да, это, конечно, тоже слабая немножко сторона. В любом случае камера гораздо стабильнее, чем любая подобного класса и уровня камеры у других производителей, потому что у большинства там вообще стаба никакого нет. Тут он есть хотя бы какой-то, которого хватает вполне себе для того, чтобы снимать в дневное время, в сумерках, с рук, на достаточно приличных все равно выдержках. Но, конечно, не на таких длиннющих, как на флагмане. И еще следует помнить, что в первой десятке матрица все-таки от более старых камер, и она еще имеет сглаживающий фильтр. И оттого в сравнении с EM1 у тебя картинки кажутся ну, чуть менее резкими. Это, конечно же, не значит, что они какие-то прям мыльные становятся, нет. Но просто если сравнивать вот две картинки, снятые на EM1 и на EM10, вот прям лоб в лоб, да, их сравнить, столкнуть, то да, конечно же, на матрице, которая не имеет сглаживающего фильтра, попиксельная четкость будет ну, гораздо выше. Ну и на десятке детализации хватает за глаза, по мне. Так тут на одном снимке я даже вообще муар умудрился получить. Цвет у камеры получается тоже достаточно приятный. Здесь нет каких-то серьезных косяков по балансу белого. Никакие такие серьезные тональные ошибки здесь не происходят. Цвета яркие, насыщенные, при этом не кричащие, не перенасыщенные какие-то. То есть, ну, в принципе, достаточно правильная, аккуратная картиночка получается с камеры. Зелень не выглядит кислотной, она вполне аккуратно смотрится. Небо тоже никакое там кислотное, его там в циан не уводит, оно не слишком ядерно-синее. Нормальные, стабильные цвета, как ты от камеры ожидаешь. То есть она не особо приукрашивает картинку, может быть, разве что совсем чуть-чуть.
Ну и с Кинтана тоже выглядит очень так пристойно. Стрит-фото на камеру, как видите, тоже можно снимать. Ее не самого расторопного контрастного фокуса в основном вполне достаточно. Но это все-таки микро 4 третьих, здесь глубина резко изображаемого пространства несколько пошире, плюс я и снимаю на закрытой диафрагме, так что даже если контрастный фокус дерьмовенький промахнется, то тут это не столь критично, не так будет заметно. А так фокус, конечно, да, звезд с неба не хватает, он часто подтупливает, у него бывают какие-то непонятные лаги, он может в очень редких ситуациях показать, что сфокусировался, а на самом деле не попасть. Но это прям супер редко. Такое было, ну, может, там, раз там в 1000 снимков. Но было такое все-таки, отмечу. У некоторых камер с контрастным фокусом такая фигня чаще гораздо происходит. Здесь это редкость все же. Но больше меня смешило поведение фокуса, когда у меня постоянно была включена по привычке, как на первой единичке, фокусировка интеллектуальная по лицам и глазам. То есть, ну, если лицо человека в кадре есть, то камера резко сразу на него такая прыгает и на глаз на ближайший наводится. И на единичке это реализовано прекрасно, там, потому что контрастно-фазовый фокус это все быстро, шустро и точно происходит. На десятку я никогда до этого не использовал, и вообще, в принципе, Olympus с контрастным фокусом до этого редко юзал, и поэтому был очень удивлен и прям посмеялся пару раз, когда камера начинала находить лица где-то в каких-то ветках внезапно, в каких-то кустах, в каких-то вообще в таких местах, где лица вроде как и в помине нет, но камера почему-то думала, что там лицо или глаз, и начинала туда бешено пытаться сфокусироваться. Ну, это решается легко, просто отключаешь фокусировку по глазам, и у тебя опять по одной точке, куда тебе надо, туда и довелся. Подобную пароидолию я замечал у современных Fujifilm. Они иногда тоже, хотя там контрастно-фазовые датчики установлены на матрице и тоже определение лиц вроде уже прокачанные достаточно, на актуальных камерах Fujifilm, я имею в виду 2020 года выпуска, допустим, иногда тоже на кустах и деревьях почему-то лица не находили. Ну, странная тема. У Олимпусов, у других я такого вроде не особо замечал. Фокус хоть и паршивенький, но он терпимый. У стрит-фотографий больше мешает на самом деле отсутствие электронного затвора, потому что хочется быть абсолютно бесшумным при таких съемках, а тут только механический затвор, и он хоть и не так громко, как на каких-нибудь там Samsung или Sony тех лет выпуска, он так не шлепает, но все-таки некоторые щелчки он издает. Ну, для примера, на всех уже камерах Panasonic, даже на самой простой серии GF, у них просто по умолчанию был электронный затвор. И я не понимаю, что в 2014 году могло помешать Olympus тоже добавить электронный затвор в свою камеру. Но, тем не менее, его там просто нет. Ну и плюс меня всю дорогу, я хоть и со временем привык к этому, раздражало ужасное расположение рычага включения. Постоянно приходилось камеру как-то перехватывать, двумя руками использовать. Я такое не очень люблю, я все-таки привык к одноручному управлению, это гораздо проще, удобнее и эргономичнее. Более дурацкое расположение рычага включения я видел только, ну, наверное, на первом пятаке каком-нибудь от Canon в нулевые. Но вообще, несмотря на то, что я вот сейчас перечисляю такие довольно серьезные косяки по удобству и по вообще, в принципе, поведению камеры, в принципе, если использовать для каких-то неторопливых, несложных съемок, типа туристических каких-то, где-то там взять камеру как такую полукарманную, ну, в общем-то, не крупная, легкая, то да, наверное, OMD и M10, в общем, неплох. Но по сегодняшним меркам камера смотрится совсем уж слабовато. Матрица у нее на 16 мегапикселов со сглаживающим фильтром из 2012 года. Она не то чтобы ужасная, она в принципе нормальная, все с ней в порядке, но тоже особо не впечатляет. У камеры не слишком удобное управление из-за вот этого рычага включения, плюс
есть только механический затвор, электронный отсутствует. Стабилизатор у нее тоже такой себе уровня пена, который не позволяет на самом деле в полной мере вкусить одну из главных фишек Olympus. Электронный видоискатель, конечно, с хорошей очень цветопередачей, с отличным фреймрейтом, но опять же с очень низким разрешением. В 2014 году 1 миллион 440 тысяч точек – это уже маловато. Ну и автофокус, прямо скажем, далекий от идеала. Многовато минусов набирается, если так вот разбирать эту камеру по каким-то критериям, то прям реально минусов прям много. Понятно, что в принципе можно снимать вообще на что угодно, и я могу прекрасно на эту камеру добиваться необходимых мне результатов. На этот толик можно снимать, у нее тем более, что очень хороший цвет, приятный, типичный такой олимпусовский нормальный баланс белого, никаких там жестких косяков в нем нет. Но все равно мне камера не понравилась. Вот эти все минусы, которые я перечислил, они перевесили. Единственный более-менее плюс от того, что это в принципе микро и у нее хороший цвет. Вот, наверное, вот эта пара плюсов, которые тут есть. Если уж вам вдруг хочется войти в OM-серию и вы рассматривали эту камеру как один из вариантов, потому что ваши финансы ограничены, то я бы рекомендовал все-таки обратить внимание на OMD EM10 Mark II уже 2016 года. Вот камеру следующего поколения, самую простую из OM-серии, она уже исправила большинство недостатков, которые я тут перечислял. При этом у вторички она не будет стоить гораздо уж прям сильно дороже. То есть, будет там, на пару-тройку тысяч разница какая-то будет, максимум на 5К. При этом вы действительно получите уже флагманского уровня камеру. Здесь будет и нормальный видоискатель уже на 2 миллиона 360 тысяч точек. Чуть поменьше будет увеличение, да, чем у первой единицы, но зато разрешение такое же, в принципе. Будет хороший уже 5-осевой стабилизатор, который реально способен 4 ступени экспозиции скомпенсировать. Также матрица здесь уже точно такая же, как в первой единичке, без сглаживающего фильтра, но все еще на 16 мегапикселов. Электронный затвор здесь уже завезли. Единственное, что только влагозащиты не хватает для полного счастья, но в остальном это прям реально такая вот флагманская камера, очень хорошая, очень удобная. Вот ее я бы рекомендовал уже брать. Я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение об этой камере. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. И всем хороших снимков. Пока.